Всем привет! Я приветствую вас на канале Визлав. Я благодарю вас за просмотр. Я рада делиться своими навыками, знаниями. Я делаю каждое свое видео с любовью, и я посылаю намерение, чтобы каждое видео улучшало качество вашей жизни, пробуждало ваше сознание, и чтобы каждое просмотренное видео сеяло определенные семена в вашем сознании, которые рано или поздно прорастут. Всему свое время. И сегодня я бы хотела обсудить с вами тему путешествий. Насколько это важно для души, насколько это важно для расширения сознания, для позволения себе, для определенного перезапуска жизни. Я знаю это, ведь я проверила это в своей жизни. Каждое мое путешествие, каждый мой выезд куда-то, каждая моя смена локации переводила мою жизнь на новый уровень. Я видела то, что не видела раньше. Я отвечала для себя на определенные вопросы, на которые не могла ответить в рутине жизни. Внутри каждого из нас находится изначально свободная душа, у которой нет ограничений, нет ничего, что ограничивало хоть как-то бы ее ощущения. И выбирая любое из тел, наша душа заранее соглашается на определенные рамки, на определенные ограничения. И наша душа закрывается в теле. Наше тело, оно пропитано программами, убеждениями, ограничениями, стенками, границами. И душе изначально тесно. Живя в теле, мы уже отождествляем себя только с телом. Живя на определенной улице в городе, мы отождествляем себя только с этой улицей. Живя в городе с городом, в стране со страной. Но нет, мы свободные. И путешествие, выезд куда-то, меняя локацию, смотреть на то, как живут другие люди, это дает понимание того, что если мы все одно, если мы все одинаковые, но у каждого свои разные правила, и правила, придуманные только человеком, только национальностью, только религией, и это ограничения, придуманные прежде всего вот здесь вот, прежде всего в голове и в уме каждого из нас. И выбор каждого человека отождествлять себя с этим, с религией, с национальностью, с верой и так далее, либо быть свободным от этого всего, играть в эту матрицу, вовлекаться в эту виртуальную игру, быть пешкой или быть свободным игроком, который проживает свою жизнь так, как он хочет, не так, как сказала мама, папа, брат, дедушка, бабушка, священник в церкви и так далее. А как хочет прежде всего свободная душа вот здесь вот. Наша душа изначально находится в шкарлупе, и она пытается прорваться. Душа пытается прорваться в эту жизнь через желание. А как часто вы выполняете то, что вы хотите на самом деле? А чего я хочу? Как часто вы спрашиваете себя? Это и есть душа. Она пытается фонариками просветить вам путь. Пробиться через все ограничения, все убеждения. Устал, надо, не могу, не хочу, не сегодня. Я должен делать то. Нет. Здоровый эгоизм в жизни – это лучшее, что может быть у каждого из вас. А чего я хочу, чего хочет моя душа? Так, чтобы мне было хорошо и никому другому от этого не было плохо. Так, чтобы мне было хорошо и другим еще лучше от этого. А что я могу взять у жизни такого, чтобы поделиться еще большим, чтобы отдать еще больше? Мы ходим на работу привычным маршрутом, мы ходим в одни и те же заведения, мы встречаемся с одними и теми же людьми, мы гуляем в одних и тех же местах. И мозг работает на одинаковых программах. Мы видим, вот, только впереди у нас есть стены, потолок и пол. И выезды куда-то, путешествия куда-то, за границу, другие страны, жаркие страны, да даже просто выезд за город куда-то.
в другой соседний город, уже помогает взглянуть на свою матричную жизнь в определенной среде из внешнего угла, под другим углом. На каждое мое путешествие, на каждый мой выезд куда-то я посылаю запрос. А что я могу увидеть в определенной ситуации? А что я могу сделать? Куда мне необходимо посмотреть? На что обратить внимание? Как поступить? Что я должна прочувствовать? Я посылаю намерение на то, чтобы ясно видеть и ясно слышать. Путешествия, они освобождают душу, освобождают сердце. Душа радуется, когда она выезжает куда-то, ходит в новые места. Определенная среда, в которой мы живем, она включает одинаковые триггерные точки. И мы живем, вовлекая только определенные аспекты своей личности в жизнь. Выезды куда-то уже задействуют, во-первых, другое полушарие, более творческое, более энергичное. Поэтому очень многие говорят, что в путешествиях появляются новые идеи, инсайты, очень много энергии, и люди приезжают заряженными. Они творят, создают, приумножают свой заработок, потому что включается другое полушарие. Душа освобождается, душа радуется, включаются другие аспекты личности. И чем больше путешествий, чем больше выездов куда-то, а посмотреть, как живет другой человек, а посмотреть, как он думает, а что я там ощущаю, как мое тело ощущает себя в другой среде. Эти выезды куда-то, они пробуждают сознание, что можно жить по-другому, а почему я живу вот так вот? Кто придумал все эти правила? А почему я играю в эти правила, если я хочу, быть может, играть в те? И уже возникают вопросы. Уже возникают вопросы, что мы в ограничениях, мы в тисках. Я рекомендую вам начать хотя бы ходить другими путями на работу, ходить в новые заведения, знакомиться с новыми людьми, общаться с новыми людьми, выезжать хотя бы за город. Если нет возможности ездить в городе в те места, куда вы еще не ездили. Душа радуется и поет от новизны, от всего нового, что она получает, от новых ощущений. Душа ликует и поет. Тело, программы, ум, матрица – это зона комфорта. И очень тяжело вышагнуть за ее пределы. Можно найти уйму отговорок. Нет денег, не могу, нет времени, я должен тому, я не могу, я в тисках. Нет, это зона комфорта. Я знаю, что такое зона комфорта. Я сидела в этой зоне комфорта длительный промежуток времени. Я очень долго не путешествовала. И лучшее, что я могла для себя сделать, это начать ездить за границу, начать путешествовать, получать эти эмоции, расширять свое сознание, задействовать другое, более творческое полушарие и творить свою жизнь. Включать разную себя, пробовать разную себя на вкус, а там. Вот это вот жизнь в свободе. Жизнь в позволении себе и своей душе всего, чего она хочет. Душе ровно так же хорошо жить в 5-звездочном отеле и ровно так же хорошо жить в бунгало с видом на океан. И это только ум и ограничения придумывают нам различные недовольства. Попробуйте жить по-разному. Очень классно путешествовать лакшери жизнью, когда ты позволяешь себе все, что ты хочешь, ты покупаешь себе все, что ты хочешь. И когда ты играешь в игру, когда у тебя только $100 на отпуск. Это тоже очень интересно. И это опять-таки расширяет сознание, убирает ограничения, отождествление себя с деньгами, снижает их важность, страх потерять, страх остаться без денег. Но это отдельная уже тема. Ребят, я действительно рекомендую вам делать что-то новое каждый день, ходить в новое место. Женщинам ходить хоть раз в неделю самостоятельно на свидание с самой собой в новый ресторан, в новое место, в новый парк, взять себе кофе, посидеть в новом парке.
соединяться с природой, уходить от рутины, уединяться с душой. Это пробуждает душу, пробуждает желание и стремление куда-то, свободу, легкость. Я желаю вам путешествовать, много-много путешествовать, расширять границы своего сознания и творить свою жизнь, творить, создавать. И на своем канале я буду делиться маленькими ключиками, но такими важными, которые помогают мне ежедневно создавать мою жизнь, улучшать качество моей жизни, создавать крепкие, счастливые любовные отношения, реализовываться, впускать деньги в свою жизнь легко и играюще. Я желаю вам свободы и счастья. Благодарю за просмотр. Я благодарю за то, что вы подписались на мой канал. Ставьте лайки. И, быть может, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. И в следующих видео я обязательно на них отвечу.